Всем привет, друзья! Вы на канале Catfish Studio, и это 9-я серия рубрики «Путь новичка» в CarX Drift Racing 2. Как мы помним из предыдущей серии, в нашем гараже появилась вот эта вот соска под названием Spectre RS, aka Silvia S15 на стоковом стандартном моторе, а именно на SR20. Сегодня мы рассмотрим, почему SR20 мотор в стоковом варианте на S15 не идеальный мотор. Узнаем, как наша S15 на ProDrift 3 настройки едет с супермощными автомобилями с другими двигателями, и выдадим окончательный вердикт по нашей машине и рассмотрим ее минусы в стоковом варианте. Начнем с того, что в Nissan Silvia S15 пихали SR20 мотор, который имеет как плюсы, так и минусы в своей работе. В игре это все также реализовано, и столкнуться с его минусами вы можете, купив как раз таки Spectre RS из 4-го тира в игре. Поставив настройку ProDrift 3, вы добьетесь максимальной мощности и настройки. Но сможете ли вы на ней ехать? Именно об умении ездить в игре и говорит нам наш SR20, который имеет турбояму, за счет которой на маленьких оборотах и скоростях автомобиль может славливать жесткий зацеп на задней оси и распрямляться, что не позволит вам продолжить дрифт. Давайте рассмотрим на примере. Конфиг Red Rock 3, и я советую вам смотреть на спидометр и на педаль газа со сцеплением. Вы можете заметить то, как данный мотор медленно набирает обороты, если они падают ниже 4000, и машина начинает потихоньку распрямляться. И это и есть главный минус этого мотора. Если вы заметили, на протяжении всего заезда я постоянно тапаю, то бишь отпускаю и нажимаю педаль газа, чтобы эти самые обороты у нас не падали и машина не распрямлялась. Также я постоянно пользуюсь сцеплением, которое помогает подкинуть обороты выше и снести заднюю ось в дрифт, что мешает распрямлению машины. Kami Road. Данная трасса имеет в конце очень уж медленный участок, где, имея мотор SR20, вам просто необходимо будет постоянно работать педалью газа и сцеплением. Иначе ваши обороты упадут, и ваш дрифт на этом закончится. Поэтому Nissan Silvia S15 в стоковом варианте очень требовательна к пилоту и его умению ездить на ней. Ну а что же с длинными конфигами и трассами? Как она в стоке будет вести себя на них? Первый конфиг — паркинг 5, и я еду с Silvia S15 на моторе VR 3.8. И знаете, я был прям очень удивлен тому, как наша S15 на SR20 в стоке раздает люлей. Вы посмотрите, наша слива не испытывает вообще никаких трудностей со скоростью и с тем, чтобы догнать лидера. Если бы мои руки были прямее, то я мог бы еще лучше проехать. Но, как говорится... Дойдем до клабика, потанцуем крабика. Короче говоря, S15 наша почти ничем не уступает сливе 15 на моторе VR, в которой мощей побольше. Следующий Airfield 1. И едем мы с Чейзером, тоже на свап моторе, который валит прям уж достаточно быстро. Постановка и все идет очень неплохо. Смотрите, исходя из того, как я обосрался на перекладке, можно увидеть, как я потом догоняю с легкостью лидера и сокращаю дистанцию прям неплохо так. Пристраиваюсь к нему и еду достаточно близко до самого финиша. Наша S15 не испытывает опять же никаких абсолютно проблем со скоростью. Питер 2. Против нас S15 на 6.2 моторе V8. И я думал, этот конфиг сейчас похоронит нашу сливу на SR моторе. Но вы посмотрите на это. Даже в моих корявых ручонках S15 на ProDrift 3 настройки на таком конфиге с длинными дугами и скоростями, я не побоюсь этого слова, с легкостью догоняет S15 на другом моторе. Просто абсолютно никаких проблем мы здесь с вами не испытываем. Даже на перекладках мы не отстаем на нем, что меня прям очень сильно удивило. Питер 1. Лидер у нас на S15 VR 3.8 моторе, и как мы видим, даже на постановке мы не отстаем уже. Перекладку делаем почти в базу и далее легко приближаемся перед бубликом. Ну а в бублике тут уж делов-то. Тыкаешь газ в нужный момент и все. Короче говоря, из увиденного можно сказать то, что наша S15 не испытывает проблем с мощностями даже на скоростных конфигах. Я думаю, вы в этом сами убедились. Но кто заметил, в самом начале я сказал, что наша S15 почти ничем не уступает машинам на других моторах. Но в чем же заключается это наше с вами почти? Если вы хотите узнать, вот реквизиты банковской карты, скидывайте по 100 рублей, и я вам все расскажу в следующей серии. Всем спасибо, с вами был Catfish Studio, всем пока-пока. Наше почти заключается в том, что когда меняешь мотор на автомобиле, повышается не только его мощность, но и его выворот колес до максимального в игре. Наша S15 на ProDrift 3 настройки не уступает по скоростям. На ней даже Mosport, наверное, можно взять в стоке. Но с каким трудом вы это будете делать, конечно. Наверное, в шахте люди так не горбатятся, как вы будете на ней стараться ехать.
У нашей с вами Сильвии пятнашки нету того самого большого угла. Если пересмотреть все заезды, можно увидеть то, что я еду преследователем за лидером постоянно с меньшим углом. Просто потому что если я сделаю его больше, машина уйдет вовнутрь, и я начну отставать. На ней вы не сможете добиться огромного угла, увидев который судьи вам скажут: Нихуя ты баклажан, блядь. Ну ты в натуре кабан. вам, скорее всего, постоянно будут снижать баллы за маленький угол. Да, оказалось бы, наша S15 идеальная в стоке. Но, увы и ах. Поэтому, друзья, чтобы показывать реально стоящий результат и прям унижать людей, вам все-таки придется поставить в машину другой мотор. И давайте к выводам. S15 в стоке валит супер люто, но у вас будет недостаточный угол. На ней вам придется очень сильно стараться, потому что мотор SR20 не даст вам возможности расслабиться. Пятнашка имеет достаток мощностей даже для скоростных конфигов. И все-таки у нее есть главный минус, который заключается в ее подвеске, а именно в нехватке угла. Поэтому, чтобы превратиться из новичка в профи, нам придется выбить другой двигатель на автомобиль из дрифт-коробок. Короче говоря, такая вот серия у нас получилась, ребят. Надеюсь, она была информативной и веселой. В следующей серии мы попытаемся с вами познакомиться с новым дрифтом, наверное, новым стилем, что ли, можно сказать даже, для которого нам понадобятся русские советские автомобили. Я думаю, вы уже догадались, про что я говорю. Если понравился видос, ставьте жирнейший лайкос, пишите свои комментарии, кидайте подписку на канал и жмите колокольчик уведомлений, чтобы не пропускать ничего. Подписывайтесь на соцсети. Всех люблю, целую и прощаюсь с вами на этом. Всем пока-пока.